Сейчас находимся в Таиланде, в Бангкоке, на заводе, который производит электрический электроинструмент. И приехал я сюда вместе с моим партнером, представителями завода Олвин в Вэйхае, для того, чтобы настроить производство электроинструмента именно здесь, в Таиланде. В дальнейшем мы еще едем во Вьетнам, тоже с той же целью. Вопросы, которые интересуют нас, это постановка, как я сказал, производства. И то, что вы видите за моей спиной, это произведено на заводе в Китае. А почему завод, китайский завод, хочет перенести свои площади, свои мощности для производства здесь, в Таиланде, мы спросим нашего товарища, вице-президента завода Олвин, мистера Чена Даниэля. That we see here is produced by Olvin in Vietnam, Weihai. And he is our friend, vice president from Olvin. Yeah. Daniel, why you want organized production here, outside from China, Thailand or Vietnam? Да, мы должны найти решение для производства за пределами Китая, так как большинство наших клиентов находится в США, и для китайских компаний налог на импорт составляет 25%. Но также важную роль играет политическая ситуация между Китаем и США. Китайские компании перемещают свое производство в Южную Азию по нескольким причинам, в том числе более низкие затраты на рабочую силу. Затраты на рабочую силу в странах Южной Азии, таких как Индия, Бангладеш и Вьетнам, значительно ниже, чем в Китае, что делает производство товаров там более рентабельным для китайских компаний. Благоприятная государственная политика. Многие страны Южной Азии внедрили политику и стимулы для привлечения иностранных инвестиций, включая налоговые льготы, развитие инфраструктуры и упрощение процедуры открытия бизнеса. Кроме этого, продолжающая торговая напряженность между США и Китаем затруднила для китайских компаний экспорт своих товаров в США. Перенося свои производства в Южную Азию, эти компании могут избежать некоторых тарифов и торговых ограничений, введенных в США. После пандемии COVID-19 многие компании стремятся диверсифицировать свои цепочки поставок и уменьшить свою зависимость от одной страны или региона. Перенос производства в Южную Азию позволяет китайским компаниям распределить риски и обеспечить непрерывность производства в случае сбоев в будущем. Практически то же самое, что у ШМ, 96 миллиметров. Вот, все можно изменить под наш. Здесь длина, конечно, большая, но можно даже и оставить ихний оригинал, что даже пластик не нужно менять. Стоимость производства электродвигателей в Китае и Таиланде может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая стоимость рабочей силы, цены на сырье, затраты на энергию и политику правительства. Средняя стоимость производственной рабочей силы в Таиланде составляет около $1,7 США в час в 2020 году, а в Китае в это же время около $3,6 США в час. Это означает, что стоимость рабочей силы в Таиланде примерно вдвое меньше, чем в Китае. Oh, okay. And the second, third, fourth is 500 kilogram per square meter. Okay, this is important. It's, last was only 2,000. Every floor is same. This is CP Group, other factory.
Средняя арендная ставка на промышленную недвижимость в Бангкоке и его окрестностях составляла примерно $3,75 за квадратный метр в месяц в первом квартале 2021 года. Однако арендные ставки могут варьироваться от $1,8 за квадратный метр до $10 за квадратный метр в месяц и более для новых и хорошо расположенных объектов. Стоимость электроэнергии во Вьетнаме при потреблении свыше 350 кВт-часов примерно 11,3 цента США за киловатт-час. Тариф на электроэнергию для промышленных предприятий в Бангкоке при потреблении свыше 2000 кВт-часов составляет 14,5 цента США за киловатт-час. Но для полного расчета производственной стоимости необходимо учитывать много факторов. И это не только стоимость рабочей силы, материалов, электричества, коммуникаций, арендной платы или покупку недвижимости, но также правительственные льготы и особенности страны на международном рынке, а также логистику как в самой стране, так и в другие страны. Чтобы понять льготы на размещение производства в Вьетнаме, можно посетить эту страницу, которая здесь приводится, ссылка в описании этого видео. А здесь автоматический перевод, который вы можете остановить в любой момент и прочитать весь текст, который находится на оригинальной странице. Во время нашей бизнес-поездки мы посетили Хошимин. Я могу сказать, что это в действительности город мотоциклистов. Мотоциклов больше, чем пешеходов. Наше посещение самого большого производителя ручного инструмента – это Техтроник, ТТИ, завода в Хошимине, и осмотр возможных площадей для размещения производства китайского партнера во Вьетнаме. Часто слышим вопросы, зачем строится ПКТБ в Технополис Москва, если можно было снять просто помещения какие-нибудь. Здесь посмотрите, каждый квадратный метр, каждое здание сделано для особых условий и для определенных целей. Нагрузки даже на втором этаже возможны до 3 тонн на квадратный метр, на первом этаже в десятки раз больше. Так выглядит завод. Производственные площади, которые позволяют не только устанавливать производственные машины, но и иметь все подсобные помещения, помещения для различных служб, а также офисные помещения. Second floor. Oh, Take a look. yeah.
Есть only one floor. Завершающим этапом бизнес-поездки была конференция, организованная правительством Китая, и я был приглашен на нее как почетный гость от провинции Шандон для презентации нашей технологии и деятельности компании АСПП Вэйхай.